Всем привет! Это LEGO Technic 42111, и теперь его точно можно назвать Dodge Charger Доминика Торетто. Меня зовут Павел, сейчас подробно все расскажу. Цель у этой моторизации была только одна, незамысловатая, но мне хотелось, чтобы этот Dodge делал вилли сам, без подставки, как у нас это из коробки выполнено, а за счет мощности задирал морду. Для этого я поставил на заднюю ось два бувис мотора. Вот так это выглядит. Без всяких шестеренок, без дифференциалов, которые бы эта мощность, естественно, бы перемалывала и трансмиссия бы не работала нормально. Из задних выходов сразу ось идет на колеса. Также между собой этой осью соединены движки. То есть как блокировка. Никуда в бок машина не поедет, стартует только прямо. И это еще не все интересное по заднему мосту. Значит, мост держится только на амортизаторах. Вот эти серые амортизаторы, это, грубо говоря, штатные. Они расположены у меня так же, как и в заводской модельке. То есть ось крепления через одну от приводной оси. Это штатные, на штатных местах амортизаторы. И я сюда добавил еще два амортизатора, потому что кроме вот этих 4 амортизаторов мост не держит больше ничего. Вот эта часть моторов, колотушка вот эта в свободном полете находится. У меня есть вот тут ограничитель, который не дает ей упасть. И в покое эта конструкция практически лежит на полу. Вот так. Колесо я убрал, сейчас лежит на полу. По моей задумке, когда я жму резко газ, движки бьют в кузов и помогают ему сделать вилли. Я не знаю на самом деле, имеет ли это какое-то отношение к действительности или нет, но Dodge этот вилли делает в такой конфигурации. Далее, в багажник хорошо умещается один бувис. Стоит только выкинуть два баллона с закисью азота. И все, бувис вмещается. Я цепляю на него два движка. Жму газ, и бувис уходит в защиту. То есть, если снять всю морду, весь вес спереди убрать, крылья, капот, двери, все снять, тогда Dodge стартует исправно на одном бувизе. Такой получается хот-род, какой-то движок, колеса торчат. Бувис вытягивает. Если перед все это навесить, получается возрастает нагрузка, и на старте бувис вырубается, не вытягивает. Два бувиза сюда не влезает, поскольку штатное крыло от этого доджа в толщину 2 студа занимает. Я его вытащил и поставил вот такое крыло сюда, один студ в толщину. И теперь у меня даже здесь повторитель не из наклейки, а вот такой настоящий. Теперь сюда вместилось два бувиза, и между ними даже есть один свободный студ, в котором уложены провода. Два бувиза не уходят в защиту, держат любую нагрузку. То есть газ жму, и тачка стартует. Как только может, быстро очень стартует, но не задирается. Далее пришлось вытащить отсюда все, что можно, облегчить максимально. То есть даже руль с торпеда, или что это такое, вместе с ковшом
с доминиковским. И даже огнетушитель пошел под раздачу. А также V8. Остался воздухозаборник и привод компрессора. Это для того, чтобы Dodge комплектным выглядел, чтобы он сбоку можно было его снять, как он стартует. На самом деле внутри выпилено все. Вот так это выглядит. Ну, оставил я только рулевую систему. У меня здесь стоит мотор Elka Control Plus. Вот тут можно его увидеть. Стоит он над задней осью. И вот здесь 16-16. И дальше рулевая система штатная. Реечка и на колеса. Да, вот здесь подключен рулевой двигатель. Думаю, что он, так как над осью находится, отрицательно мне не скажется на моей задаче. И да, позволяет он делать вилли. И также можно покататься, порулить. То есть это не просто машина, чтобы по прямой она может стартануть и все. А она может покататься куда надо, развернуться там. И все такое. Вот такая у меня получилась моторизация, незамысловатая, но веселая. Доминику бы понравилось, наверное. Если будет еще что-то интересное из этого доджа получится, обязательно сниму, покажу. На сегодня это все. Всем пока.